Друзья, только вышел обзор на Rocktec GX1. Сразу же тут спрашивают, а чего лучше покупать, Rocktec G2 либо Rocktec GX1? Короче, сегодня у нас обзор этих двух ТВ-боксов, шикарных, сертифицированных, с Netflix, с Wi-Fi 6, и вот просто от компании Rocktec. Короче, на канале Технозон вот эти два ТВ-бокса сравниваем и делаем выбор, в какую сторону шатает нас. Поехали. Я их откладываю, обзорчики полные были, ссылки в описании под видео, ссылки на проверенных продавцов лежат в описании под видео, поэтому идем туда и смотрим. Но начнем мы конкретно с сайта Android TV Guide и посмотрим Rocktec G2, у нас есть Rocktec GX1. Я вам скажу, в чем разница. Rocktec G2 это ультимативное решение на максималках, а Rocktec GX1 это решение среднебюджетное для не самых дорогих телевизоров. И тут вот многие сейчас прям подвиснут. Я вам объясню. Дело в том, что Rocktec G2, несмотря на его, допустим, характеристики, то, что у него Mali G31 видеоускоритель, а у Rocktec Mali G57, именно тут с этим связаны очень интересные моменты. Там на одном процессор мощнее, и вот именно с мощности мы начнем, а на другом процессор не такой мощный, но более интересный видеоускоритель. Объясню, что же произошло. Дело в том, что Sai Robotics, который у нас вот этот вот Rocktec G2, он имеет средний тест в одноядерном тесте Geekbench 835 баллов, а мультиядерный 2100, ну допустим, условно. А вот у нас Realtek имеет 134 на 466. Тут это связано немножко с разными вариантами обработки мультипотока, с разными вариантами вообще работы, да и с тем, что все-таки в RTD 1325 это мультимедийный больше чип. Если iMlogic это более универсальный, на нем даже в принципе планшеты можно строить, то на Realtek это конкретно процессор для ТВ-бокса. И чтобы компенсировать не такой мощный процессор, сюда поставили Mali G57, который в принципе через GPU и отрабатывает интерфейс и тому подобные штуки. А все остальное отрабатывает VPU. Насколько мы знаем, что в ТВ-боксах не так работают процессоры, да, там есть CPU, центральный процессор, есть GPU, графический процессор, который отвечает за игры, за отрисовку интерфейса в некоторых моментах, и VPU, это видеопроцессор юнит, который именно декодирует видео, постобработку и все остальное. Так вот, мы изначально имеем, что Rocktec G2 мощнее. Оба на 12-м андроиде, и оба поддерживают HDR, HDR10+, и Dolby Vision. Это что касаемо основных стандартов. Оба ТВ-бокса имеют 4 на 32, и Rocktec G2, хотя здесь написано 4 на 32, имеет в своем арсенале 4 на 64. Вот, в принципе, тут мы все понимаем. И тут у нас есть еще один интересный момент. Дело в том, что Rocktec G2 выпускает у нас Sai Robotics компания, а Rocktec GX1 выпускает Skyward. Обе компании выпускают качественные продукты. Skyward это компания, которая выпускает телевизоры, Sai Robotics, которая конкретно выпускает ТВ-боксы для американского рынка. Оба ТВ-бокса имеют Wi-Fi 6, оба ТВ-бокса имеют Dolby Atmos в своем инструменте, в своем наборе звуков. Но к этому мы сейчас вернемся, когда включим сами интерфейсы и уже будем как-то более детально сравнивать. Теперь, смотрите дальше. По цене. Rocktec G2 на Алиэкспрессе стоит в среднем 114-130, ну 124, от 114 до 124 долларов. Rocktec GX1 стоит в среднем 70-80 долларов, и в принципе ссылки на проверенных продавцов я разместил под видео. А в Украине они стоят 5190 в базовой версии 4 на 64, это имеется в виду без геймпада, потому что с геймпадом это у нас получается набор Rocktec RTX 5000, это так называется набор, потому что у него есть сертификация GeForce Now, и бывает его продают конкретно в наборе с геймпадом Rocktec, кстати. А вот в Украине, допустим, Rocktec GX1 стоит 3490, но это не конечная цена, оба ТВ-бокса можно сделать дешевле, потому что с промокодиком Технозон они будут стоить еще дешевле. Тоже ссылки вам и промокод закинул в описании под видео. Но давайте сейчас мы перейдем уже на сам ТВ-бокс, конечно же, перед этим подписавшись, нажав колокольчик, чтобы не пропустить все наши обзоры дальнейшие, и будем уже дальше сравнивать. А тут у нас уже появляется дело. Вот это вот у нас GX1, и он имеет Google TV.
Это немаловажный аспект, потому что Google TV многие не любят из-за того, что вот эти каналы рекомендаций, они не кастомизируются. Что касаемо GX2, вот он, пожалуйста, это, вернее, G2, это Android TV. И он более предпочтителен в плане, допустим, кастомизации каналов. То есть вы можете пойти, например, их переместить. Вот, пожалуйста, да, я взял его, переместил вверх-вниз. Вы можете их удалить, скрыть в Google TV. У вас такой возможности нет. И у нас уже получается 1 очко в плюс G2, да, но минус по цене. При том, что G2 изначально мощнее. Следующий момент, который мы с вами имеем, давайте включим сейчас GX1, и следующий момент, это касаемо, кстати, GX1 плавнее по интерфейсу из-за именно отработки, отрисовки от самого интерфейса через Mali G57. В G2, сейчас я вам покажу, в G2 у нас более резкие переключения. Я, в принципе, отключал на нем в параметрах разработчика, отключал анимашку. Сейчас я ее верну. Ага, вот она у нас 0.5. Хотя анимашка у нас включена. Давайте ее включим на единичку. Вот как у Rocktech GX1 будет. Ой, нет, здесь единичка тоже. Здесь он тоже плавненький, но здесь отработка у нас идет через процессор. То есть у нас компоновку делает процессор, отрабатывает Mali G31. И поэтому здесь иногда могут быть не такие плавности, как, допустим, в том же самом GX1. То есть если мы сейчас с вами сделаем вот такую вот вещь, то есть заполовиним экранчик, и попробуем сравнить плавность хода, да, то, допустим, тот же самый GX1, он будет намного плавнее, то есть я переключаю, у него просто-напросто, у GX, у него анимация лучше. То есть и здесь не связано с быстродействием, допустим, да, там, то есть у нас, давайте вот вниз пошли. Вот, видите, у GX1 намного интереснее плавность анимации, при том, что G2 реально очень быстро работает, то есть очень быстро переключает, но это не та анимация. То есть именно по плавности интерфейса GX1 интереснее. По голосовому поиску. Тут вопрос такой. Дело в том, что в Android TV то работает голосовой поиск, то нет глобальный. В GX1 глобальный не работает, работает внутри приложений. Давайте попробуем фильм «Черкассы». Оба ТВ-бокса у нас вот ищут без глобального поиска. Тут уже вина Гугла, а не самих ТВ-боксов. Бывает, они исправляют этот баг, бывает, не исправляют. Тут тоже такое дело. По поводу GX1 у него стоит Skyward Digital, производитель стоит 4 на 32. У нас процессор 4-ядерный Cortex A55 по 1,7 ГГц. В 32-битном режиме 64 разряда процессора. А вот за дисплей отвечает у нас Mali G57. И у нас, видите, 4096 на 2160. Это у нас разрешение самого интерфейса, не экрана, не путайте. По сети мы, конечно же, проверим. Android 12 на текущий момент на G2. И, кстати, анонсирован апдейт на Android 14 уже летом. То знаете, как получилось? Hamatix RK4 выпустили его раньше и получили некоторые проблемы. Этот выпустит позже, он собирает проблемы с Hamatix. Rocktech, конечно, хитрожопо в этом плане поступили, очень классно. Ну и по кодекам все абсолютно стандартно, и по звуку сейчас поговорим. Если брать G2, давайте мы с вами посмотрим по G2. Тоже у нас здесь есть AIDA 64. И смотрим. Sai Robotics RT G2 4 на 64. Процессор 4-ядерный Cortex A55 2 ГГц. Тот же самый 4К интерфейс Mali G31. Видеоускоритель слабее. Тот же самый 12 Android. И в принципе по кодекам тоже абсолютно все понятно. Тоже сейчас к звуку вернемся. По скорости старта некоторых приложений. То есть мы запускаем одновременно YouTube на 2 приставках. Конечно же, допустим, G2 должен был работать быстрее. Он в принципе работает быстрее. То есть абсолютно по интерфейсу. Давайте Netflix попробуем запустить. То есть раз, два, три стартуем. 2 одномоментно у нас стартует. При том, что GX1 здесь стартанул быстрее. Видите, я уже зашел и уже я в GX1. А G2 тут только стартанул. Тут вопрос такой, понимаете? Вот, пожалуйста. При том, что вы сейчас видите вставочку. Оба ТВ-бокса могут в Netflix 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos, при этом с автофреймрейтом. Это немаловажный аспект. Оба имеют автофреймрейт, но GX1 имеет еще и VRR.
и QMS. Что такое VRR и QMS? Это поддержка до 120 Гц, от 48 до 120 в VRR. QMS это Quick Media Switch, который позволяет переключать без ухода в черный экран. То есть это тоже немаловажный аспект. То есть GX1 в этом плане лучше, но ваш телевизор должен это поддерживать. Также по скорости старта приложений, давайте какие-нибудь такие уж очень знаменитые приложения по типу Коди стартанем. Давайте, два разных Коди, стартуем и смотрим на результат. Одинаковые Коди, одинаковые версии, абсолютно стартуют одинаково. При том, что по своему быстродействию, в общем-то, я вам скажу так, что в принципе разница в миллисекунды по быстродействию. То есть особо вы ее, то есть в GX1 чуть-чуть слабее процессор, быстрее графический адаптер. В G2 быстрее процессор, слабее графический адаптер. И все это, в принципе, компенсируется друг другом. То есть они практически одинаково работают, что вы сейчас видите. Да, там выход на главный экран, и можем стартануть еще любое приложение, и будет вам, скажем так, счастье. То есть вы увидите одинаковые старты. Давайте попробуем, например, приложение Nexon, да, если уж на него так и смотреть на скорость старта. Давайте Nexon стартанули, пробуем, ждем до экрана авторизации. Вот, в принципе, да, на G2 быстрее, потому что тут процессорная обработка. И, допустим, сам по себе интерфейс, он абсолютно одинаково работает. Давайте тут вот включим какие-то каналы вот на скорость переключения. Давайте, вот мы имеем с вами сейчас, включаются одинаковые два фильма. Абсолютно одинаково. Но я вам скажу такую вещь. Картинка на Rocktech GX1 с технологией AI-SR имеет более интересный вид. В том плане, что на низких разрешениях оно ее допиливает. И тут уже у нас пошло в сравнение картинка. Объясню вам. Дело в том, что картинка в GX1, ну, не знаю, мне сейчас, давайте я лучше включу на своих роликах. На GX1 картинка дорабатывается. Объясню. G2, у него нет AI-SR, это картинка, это технология, которая позволяет улучшать, грубо говоря, разрешение самой картинки, если плохой у вас файлик, да, там, ну, это образно говоря. И AI-PQ подстраивает ваше изображение под воспроизводимый контент, а именно контрастность, яркость и гамму цветовую. И тут уже возникает такой чуть-чуть интересный момент. G2 это у нас для просмотра ультимативного 4К контента в Dolby Vision и HDR10+, потому что там ничего улучшать уже не надо. А GX1 подходит для конкретной прокачки старых телевизоров, потому что у него, например, сейчас активирована технология VS10, которая позволяет конкретно смотреть, фактически Dolby Vision на SDR-телевизорах. Это вот так вот можем сказать. При том, что в Dolby Vision они практически одинаково. 5-й, 8-й профиль, 7-й все равно никто двухслойники не воспроизводит. Никто из текущих ТВ-боксов нормально двухслойники не воспроизводит. И если включить одинаковых два ролика, и мы получаем, что на GX1, смотри, что на GX1 у нас без VS10 через AI-PQ мы получаем более интересную картинку, смотри, чем на G2. Вот реально более глубокий контраст. Посмотри на отражение в воде, допустим. Вот прям разница, понимаешь? Посмотри на эти деревья. То есть вот прям разница. При том, что на GX1 оно четче. А знаешь почему? Потому что AI-SR дорисовывают. Да? Вот я тебе серьезно, если кто-то подойдет к телевизору сейчас вплотную и посмотрит слева G2, справа GX1 и посмотрит на детализацию, на GX1 будет лучше. Ярче, насыщеннее. Нет, так там даже разрешение больше деталей будет. Потому что сам по себе AI-SR еще и докручивает. Вот теперь интересно, давайте вот я выйду в главное меню, чтобы вы понимали, что справа у нас был GX1, слева у нас G2. То есть это абсолютно два одинаковых ТВ-бокса. Ну как одинаковых? А теперь давайте еще один тест. Вот этот вот тест, который GX1, допустим, мы сейчас делаем очень такое крутое видео в том плане, что выйдем и два одинаковых видоса
И вот мы сейчас включим два одинаковых видео, да, вот в принципе у нас черный одинаковый, все сейчас я AIPQ подрисовал, с самого начала видосы ставим. Тут у нас условие какое, да, мы видим примерно одинаковую картинку, где-то, давайте чуть подвину, чтобы было интереснее видно, да, там. И мы не видим разницы до того момента, вот обращаем внимание на шапку, до того момента, пока оно воспроизводит примерно одинаково, я даже себя подвину, чтобы вот именно будем тестировать по шапке, да, вот, чтобы шапка была одинаковая. Именно до того момента, пока не включается AI SR в работу. А для этого мы выставляем в настройках, давайте, 480p. На одном видео, то есть мы видим, что это уже такое размытое гуано. Не, на GX оно не будет размытым, потому что AI SR уже отработал. И на втором видосе, давайте мы переключим тоже в 480p и сравним качество. А шапка, смотрите, а ну лиса, вот иди, ты сейчас поймешь. Оба видео 480p. Здесь шапка более размытая, даже видны следы размытия на G2. А здесь у нас шапка, это один и тот же кадр. А здесь у нас шапка более прорисованная. То есть здесь у нас, я могу даже сейчас приблизить, чтобы вы видели разницу. То есть я приближаю, мы видим размытую шапку. А здесь она более прорисованная. Вот так вот работает технология AI SR конкретно на Rocktec. Пожалуйста. Вот она. Вы видите? То есть это те детали, которые не будут видны. Но это будет делать только на каких-то старых видео. Например, какой-нибудь канал, да, там, который вещает в SD качестве. То есть мы сейчас включаем оба и смотрим, да. И мы смотрим, что правое изображение у нас, оно будет более четкое, чем левое. Оно не такое, видите, смотрите, пожалуйста. Но в случае, давайте я где-то еще остановлю, вот так вот раз, словили две шапки, смотрите. То есть слева она размыта, а справа плетение, прямо видно, что оно более четко, оно прорисовано. И его дорисовывает технология Realtek. То есть, если в случае воспроизведения обоими ТВ-боксами 4К контента, они будут воспроизводить одинаково. Это, допустим, тот же самый Netflix, 4К, HDR, либо Dolby Vision, они будут воспроизводить одинаково. Теперь, по поводу, ну вы уже поняли, да, что, давайте я сделаю так, вам будет немножечко более интереснее видно. Теперь, по поводу того, что, допустим, тот же самый Rocktec GB1 не имеет адаптивного Dolby Vision. Он имеет только адаптивный HDR, а Dolby Vision он адаптивный не имеет. Это правда, и я это в обзоре тоже сказал. Хотя там на форуме 4PDA некоторые там пытались рассказать, что я не рассказал о каких-то проблемах. Но проблема ли это? Потому что AIPQ, который подстраивает контраст, яркость и гамму, работает конкретно во всегда включенном Dolby Vision режиме. То есть вы фактически, даже при постоянно включенном Dolby Vision, вы не видите постоянно Dolby Vision. Только когда включается Dolby Vision контент, у вас отрабатывает AIPQ и начинает подстраивать контент, яркость и контрастность под картинку. Он анализирует кадр за кадром сцену. Теперь, смотрите, по поводу звука. У нас есть сейчас тут адаптивный HDR и все остальное, это вы можете в обзорах посмотреть. У нас есть сейчас изображение и звук. Вот. У нас есть через HDMI на GB1 возможность выводить Dolby Digital Plus, который постоянно, фактически как во всех устройствах, да, которые есть у нас сертифицированные с Netflix, там обычно Dolby Digital Plus идет изначально уже... вот здесь звук. Изначально уже из коробки. На обоих ТВ-боксах, вы сейчас видите вставки, работает Dolby True HD. На обоих ТВ-боксах работает DTS. На GB1 работает DTS HD Master Audio.
А на Rocktec мы его получить нормально не можем. У меня были когда-то проблески, где-то он появлялся, но больше я его словить так и не могу нормально. Поэтому вы должны понимать, о чем мы заявляем. То есть мы заявляем, что есть HD Master Audio и Dolby 3 HD. И Dolby True HD. На G2 у нас Dolby True HD и Master Audio нет. Есть простой DTS, Dolby Digital Plus. Оба TV-бокса выводят Dolby Atmos через Dolby Digital Plus. Проверить Dolby Atmos через Dolby True HD я не могу, у меня нет, к сожалению, такого оборудования. Но сам факт того, что по звуку они оба неплохие, но GB1 лучше. И тут у нас получается такая ситуация, что нам остается с вами проверить сетевую производительность, в принципе, и уже можно делать выводы. По Wi-Fi они приблизительно одинаковые. Дело в том, что у нас GX1 387 на 169 5 ГГц, 191 на 160 и LAN на G45 здесь сотка. А вот в G2 мы имеем приблизительно то же самое, 320-350 на загрузку и больше 200 на выгрузку. В 2.4 он 100 и больше в серии тестов дает на загрузку, на выгрузку до 100. И у нас 500-800 дает LAN на J45, ну в зависимости от провайдера, в зависимости от загрузки в текущий момент. Но там гигабитный порт. То есть у нас получается по коммуникативным возможностям по Wi-Fi они приблизительно одинаковые в одной весовой категории Wi-Fi 6. И некоторые спрашивают, почему Wi-Fi 6 здесь так показывают, потому что так устроены процессоры. Например, AMLogic имеет вилку, либо ты ставишь USB 3, либо не ставишь USB 3 и будет у тебя там 900 мегабит. В Realtek изначально наличие USB подразумевает под собой сниженную скорость Wi-Fi 6. Тут это микропроцессинг, это долбанный, это ж не стационарные какие-то ноутбуки, это не, допустим, смартфоны, у которых там реализация немножко других моделей, немножко другие модули. И да, и цены, конечно же, другие. Это TV-боксы, поэтому здесь так. То есть по сетевым модулям в общей сумме Rocktec G2, конечно же, побеждает за счет наличия гигабитного порта. По поводу поддержки разрешений различных, да, GX1, конечно, круче, GX1 лучше, с VRR, с QMS он крут. По поводу автофреймрейта. Автофреймрейт поддерживают 2 TV-бокса без каких-либо ограничений. Для игр, ну, Rocktec G2, конечно, интересен даже не своим, вот этим вот Mali G31, он слабее, он интересен тем, что у него более интересные порты для онлайн игр, имеется в виду GeForce Now и тому подобное. GX1 имеет Mali G57, но в случае с TV-боксами, вы все равно играете в Android TV игры, вы не играете в какие-то ультимативные игры. Вам нужно понимать, что оба TV-бокса потянут одинаковые игры, примерно одинаковые. По цене GX1 выигрывает. И моя рекомендация такая, то есть это мои и выводы, и рекомендация, что если вам не жалко, допустим, потратить больше 100 баксов, я бы брал бы G2. Во-первых, Android TV, конечно, более такой user-friendly, более интересный Android TV, 1000 мегабитный LAN. Это его делает, в принципе, знаете, таким выбором для тех, кто хочет смотреть 4К контент. 4К контент, потому что в более дешевом варианте GX1, да, у нас там есть и улучшение картинки, и улучшение качества картинки, и QMS, а тут уже, знаете, такое. Для старых телевизоров он прокачивает картинку за счет VS10, да, и за счет AI-PQ, и за счет AI-SR. То твою ж налево, он просто-напросто улучшает качество как старых каких-то, допустим, как низкого качества сигнала с OTT серверов, например, ну низкого разрешения, либо при просмотре старых фильмов на нем картинка будет интереснее. А вот в 4К контент вы не увидите никакой разницы. Плюс на GX1 вы должны учитывать, что там Google TV, но можно поставить Projective Launcher, я делал уже обзорчик. И плюс на Rocktec GX1 у нас постоянный Dolby Vision, но мы помним, что именно в постоянном Dolby Vision он будет работать с AI-PQ, с вот этим вот искусственно-интеллектуальным подстройкой цвета, контраста, гаммы и тому подобного. А в HDR у него есть адаптивная политика HDR. В общем-то, я вам сказал, выбирать вам. Мой бы, если честно говоря, выбор, так как у меня телеки не поддерживают VRR, то да, я бы брал бы G2. Но так как я сейчас уже заморочился и хочу вот без переключения в черное, вот этот вот автофреймрейт, то GX1 тоже буду использовать достаточно активно. А с вами был Bubble, ссылки все в описании под видео на канале Технозон. Пока.